Всем привет, с вами Вика, и сегодня я хочу в данном видео рассказать про самые нужные покупки для малыша, что нам пригодилось в первые 3 месяца, какие вещи прям вот были топчиком. Хочу поделиться, что именно зашло у нас, может быть, кому-то это тоже пригодится, кому-то будет полезно. И начать я хочу, наверное, с самой просто лучшей покупки, мне кажется, которая была совершена мной. Та вещь, которая использовалась нами прям вот просто-напросто нон-стоп, которая упрощала нам максимально жизнь, потому что мы снимали квартиру, у нас как было 2 комнаты, 1 гостиная и спальня, и чтобы малыш всегда был на глазах, чтобы как бы он чувствовал, что мы тоже рядышком, чтобы он был вместе с нами. Мы использовали кокон. Кокон — это та вещь, которая, я так понимаю, что тоже заходит не у всех, но благо тоже многим все-таки бывает актуально и нравится деткам. Вот. И, на мой взгляд, это вообще самая полезная, самая необходимая вещь вообще на свете. Если у меня были какие-то сомнения, то буквально сразу же они развеялись, потому что я не представляю, как бы мы вообще обошлись без кокона. Это мега удобно, потому что ты просто как раз кладешь малыша, он находится рядом с тобой под присмотром. Это очень удобный аксессуар для сна, потому что днем, если, допустим, ребенок уснул, то в коконе очень ему комфортно. Естественно, я знаю, что многие используют кокон еще и на ночь, но так лучше, конечно же, не делать, потому что все-таки спать ребенок должен на ровной поверхности, должен привыкать к кроватке. Вот. Но именно на дневной сон, в принципе, очень даже неплохой вариант. И у нас малышка любила как раз спать в коконе днем. Она там легко как-то успокаивалась. Малыш в коконе приобретает комфортную ему позицию, да, вот эту позу эмбриона, плюс его укутывает вокруг вот эта вот как бы подушка. Вот, и в первые 3 месяца жизни вообще, на мой взгляд, это очень полезная штука. Плюс в первое время немножко страшновато, да, как-то держать малыша, поэтому здесь тоже типа как такой комфортный аксессуар, где ты можешь не бояться, да, что будет с малышом что-то не так, просто как бы, да, кладешь в эту подушку и всем комфортно. В общем, очень классная штука, на мой взгляд, просто must have. Давайте начнем со следующей вещи. Это ванночка для купания. Мы покупали вот такую вот раскладную ванночку, то есть у нее есть вот ножки. Можно ее как раз размещать просто в обычной ванне. Она небольшая, как раз здесь есть вот такой вот гамачок для малыша, как раз в него погружаете малыша, и он как бы поддерживает его во время купания. И здесь еще есть встроенный термометр. В общем, на мой взгляд, тоже идеальная ванночка. Я бы обязательно покупала как раз вот такого типа, то есть чтобы был именно и встроенный термометр, чтобы был как раз агрегат в этой ванночке, который уже будет, да, поддерживать малыша в первое время. Потому что, ну, заморачиваться как-то отдельно с термометром, который ты кладешь в ванночку, вообще не хочется. Вот здесь все настолько удобно и просто получается, то есть ты просто ее разложил, вот, стал наливать воду, тебе сразу показывают температуру, то есть не нужно куда-то идти, искать отдельно, где у тебя находится термометр, чтобы замерить воду. Вот, в общем, все продумано идеально. Вот единственное, у гамачка, мне кажется, хотелось бы, конечно, вот, чтобы вот эти вот детали, которые нижние, чтобы они имели возможность еще как-то подальше немножко крепиться. Вот от этого было удобно, потому что нам иногда не хватало немножко натяжения, чтобы она была повыше. Хотелось бы чуть-чуть повыше, в общем. А так, в плане купания было очень комфортно малышке в этом гамаке. Мне было очень удобно, что и как бы ее поддерживают. Плюс в первое время как раз мы купали еще в пеленке, чтобы она привыкла. Не представляю, когда я купала ее прямо вот сразу в ванной. Вот, на мой взгляд, это неудобно. Плюс ты еще тоже боишься как-то ей навредить в первое время. А здесь как раз удобно за счет того, что ты просто можешь тоже положить в некие агрегаты ребенка и уже спокойно, да, как-то ее мыть, не бояться, что она как-то потонет, в общем, захлебнется, в общем, никаких таких моментов не чувствовать вот этого напряжения во время процесса, чтобы как бы все получали от этого удовольствие. Вот, на мой взгляд, очень удобно. И удобно то, что ты можешь, естественно, ее вот как раз в этом гамаке поддерживать. Вот обязательно ищите, мне кажется, такие ванночки. Ну и плюс не нужно тоже, опять же таки, ждать, пока наполнится ну, как-то ванна, да, потому что там будет больше расход воды. В этой ванночке как раз за счет того, что она меньше, а ребенку в первое время как бы много воды не нужно, здесь, получается, еще и экономится вода. Вот, на мой взгляд, тоже прекрасная штука. Я знаю, что есть ванночки еще как столики, да, то есть как бы на уровне, чтобы у вас не качалась, да, как-то не напрягалась спина, вот, чтобы они были на уровне
с вами, чтобы было еще удобнее купать. Но, на мой взгляд, в данном случае нет какой-то прям супер необходимости. Я не испытала, наверное, до какого-то большего дискомфорта относительно того, что я купала, вот когда она была маленькая, в ванночке, нагибаясь. Вот здесь уже, мне кажется, сложнее происходит, когда они уже подрастают, становятся тяжелее, вот тогда уже спина больше напрягается. Вот, но тогда они просто будут не помещаться уже в эту ванночку, да, на стойке, поэтому, на мой взгляд, смысла как бы нет. Вполне себе, когда они маленькие, можно справиться и с такой вот ванночкой, которая просто ставится в ванну. Давайте пойдем дальше. Must have, если вы как бы еще сомневаетесь, нужен ли вам комод или нет, вот, на мой взгляд, какую-то такую все-таки пеленальную зону стоит сделать. То есть вам не обязательно покупать именно комод, если, допустим, вы планируете хранить вещи ребенка в общем шкафу. То есть прям вот комод, на мой взгляд, не обязательно. Но где-то организовать какую-то пеленальную зону с вот именно пеленальным матрасиком, на мой взгляд, нужно, потому что это тоже облегчит вам жизнь. Памперсы придется очень часто менять. И, естественно, если у вас где-то будет оборудовано какое-то местечко, где вы можете быстро положить малыша, быстро достать памперс, все как бы, да, привести там в порядок, и, как бы, естественно, это облегчит вам жизнь. Вот поэтому, на мой взгляд, такая как бы зона 100% нужна. Вот мы покупали как раз отдельно матрасик, мы не покупали комод, я использовала как раз в арендной квартире уже комод, который был предназначен для телевизора. Вот мы просто убрали телевизор, он нам вообще не нужен, потому что мы его не смотрим. И оборудовали как раз эту зону как пеленальную. То есть поставили матрасик, я поставила еще несколько контейнеров, контейнер с чистыми памперсами, контейнер с какими-то необходимыми вещами, там типа крем, маникюрный всякий набор, ватные диски, какие-то такие вещи, которые могут понадобиться в процессе ухода за малышом. И это было очень удобно. И плюс у меня еще тоже отдельно рядышком стоял контейнер с одеждой, потому что одежды не так много нужно на первое время, да, то есть как бы вы смотрите по размеру, они очень быстро все вырастают, вот поэтому вам нужно просто запастись несколькими комплектами, которые у вас как бы, да, будут актуальны в данные погодные условия. И у меня как раз стоял тоже небольшой вот этот контейнер, и я просто-напросто все делала очень быстро, меняла памперс, быстренько одевала. В общем, на мой взгляд, очень удобно получилось. Поэтому не могу сказать, что прям вот как вот все собирают эти супер-пупер комоды, где они все раскладывают, всю вот эту одежду. Вот, на мой взгляд, прям вот на первое время это точно лишнее. Может быть, потом вы захотите какой-то вообще другой, более интересный, может быть, вариант шкафа для ребенка. Вот, поэтому прям вот так торопиться не стоит. Есть смысл именно прям вот организовать пеленальную зону, на мой взгляд. И сейчас как раз мы переехали на другую квартиру уже. У нас уже свое жилье. И здесь я купила как раз для малышки отдельно такую тумбочку, где как раз уже убрала просто-напросто всю одежду. У нас уже ее больше в каких-то моментах. И там я уже спокойно распределила все, как мне хочется. И пеленальной зоной мы уже прям не пользуемся этим матрасиком, потому что она уже стала большая. Мы уже меняем подгузник чисто на пеленки одноразовые на кровати у нас в спальной как бы зоне. Вот, и это как раз тоже тумбочка сейчас находится в спальной зоне, поэтому очень удобно. И, наверное, если бы у меня был прям вот сразу какой-то комод, он бы просто-напросто не пригодился. То, что мы купили сейчас, мне нравится гораздо больше. Вот. Плюс оно в такой детской стилистике, с радугой, звездочками, мне кажется, прикольнее. Как-то милее. И сейчас как раз стоит еще вот эта тумбочка рядом с кроваткой детской. И у нас получается такая небольшая детская зона. В общем, на мой взгляд, получилось удачнее. Давайте дальше перейдем к каким-то тоже вещам, которые нам пригодились. Ну, логично, что нам пригодилась одежда. Малышка родилась летом, поэтому было жарко, и больше всего нам из одежды зашли как раз ботики. Легкие, больше даже, наверное, зашли муслиновые, потому что здесь было в какой-то момент очень жарко, вот, но такие тоже были вполне себе ничего. Если прохладнее, особенно если, допустим, мы выходим вечером, то вот такой вот ботик тоже был очень как бы актуален. Вот. Помимо ботиков, мне очень нравились песочники. Песочники вообще, мне кажется, даже сейчас это одна из лучших как бы вещей, если, допустим, все-таки тепло. Вот, то, что это мега удобно за счет того, что открытые ручки, открытые ножки, но при всем при этом не так сильно. Ну и чаще всего они идут на молнии. А молния вообще, мне кажется, в одежде это прям вот шикарно, что не нужно как бы мучиться застегивать пуговицы. Поэтому, если вы можете купить песочник, обязательно берите. Очень классная вещь, очень удобно, то, что можно все просто расстегивать, ничего не нужно мучиться с пуговицами, потому что
А пуговицы, естественно, как бы занимают ваше время. Вот вы на них тратите, а здесь, за счет того, что это песочник, вот очень удобно получается. Вот и в плане, допустим, смены подгузника, не могу сказать, что в плане песочника это как-то ну, типа дискомфортней, да, потому что вот у бодика снизу открываются пуговки, а у песочника все-таки необходимо снимать. Низ, на мой взгляд, и так, в принципе, достаточно легко. И, естественно, слипы, но это уже больше, наверное, на время, когда уже попрохладней, либо, допустим, если у вас дома прохладно и вы укладываете спать малыша, то тоже можно как раз одеть в слип. Вот слип тоже очень удобный, что это цельная такая как бы одежда. Больше всего, наверное, слипы любит мой муж, потому что не нужно как-то заморачиваться, там одевать, допустим, отдельно верх, отдельно низ. Вот он больше всего любит слипы, потому что можно просто одеть что-то одно, застегнуть, и ребенок готов. Вот ножки спрятаны, не нужно одевать никакие носки. Кстати говоря, носки у нас постоянно сваливаются, не знаю, конечно, как у вас. У нас они просто на ура летят. Нас даже догоняла как-то аргентинка, которая нашла наш носок. Вот мы не заметили, что он как бы выпал из коляски, помогала нам, спасла нас, короче говоря, от потери носка. Было тоже очень достаточно мило, но носки у нас вообще не держатся, поэтому слипы как бы такая классная действительно вещь. Единственное, конечно, у меня сейчас такие небольшие сомнения, потому что мы сейчас уже ползаем на коврике, и я знаю, что для коврика лучше, чтобы ножки были открыты, потому что малыш как бы, да, учится управлять своим телом, и если он чувствует поверхность ножками, вот это лучше. Но у нас сквозняк, вот, поэтому тут либо носки, либо все-таки слип, поэтому я чаще все-таки не оставляю ее именно с голыми ножками, потому что боюсь, что она все-таки, ну, что ее продует, что она простынет. Не знаю, вот если вдруг вы опытная мама, посоветуйте мне, как лучше все-таки поступать, не бояться сквозняков и оставлять ее на коврике с голыми ножками, либо все-таки кутать в слип. Мы пока что, в общем, я делаю и так, но все-таки немножко побаюсь оставлять ее с открытыми ножками. Вот, в общем, как-то так. Но слипы в любом случае классно, особенно если, допустим, вы еще, опять же, таки укладываете ее спать в кроватку, тоже очень удобно. Что еще, наверное, самая такая классная штука, которая у нас есть, это спальный мешок. У нас спальных мешков 2, чтобы, если вдруг памперс нас подводит, вот, чтобы было что-то на смену, потому что все-таки у нас здесь достаточно прохладно ночью, и я ее как-то укладывала как раз без спального мешка, чтобы она типа как бы закалялась, вот, но я так понимаю, что ей было все-таки дискомфортно, и я решила оставить ее тоже, опять же таки, в спальном мешке, потому что она чаще просыпалась без мешка, вот, я так понимаю, что лучше, чтобы она была все-таки укутана. Спальный мешок очень классная штука, на мой взгляд, потому что у нас, в принципе, проблема была с рождения со всякими пеленками кокон, вот они у нас не заходили. Пеленание у нас тоже не заходило, потому что ей нравилось, чтобы ноги ее были свободны, но вот спальный мешок это просто для нас, это идеально созданная для нас вещь, потому что здесь у нее просто-напросто нет выбора, как бы, да, чтобы как-то выбраться из этого агрегата, вот, то есть она уже находится как раз в этом мешке, вот, ей тепло, хорошо, и он никуда не может деться, потому что, если, допустим, даже я ее накрывала в коляске пеленкой, вот, она буквально спустя 30 секунд уже была где-то там в неизвестности, вот, совершенно не держалась у нас. И также я, когда пыталась ее как-то запеленать или там, типа, укрыть отделком тоже в кроватке, вот, это тоже бесполезно, в общем, у нас это не работает. Пеленки кокон тоже ей не нравится, вот, она там все постоянно крутится, вертится, в общем, ей это дискомфорт не нравится, а вот спальный мешок у нас заходит отлично. Вот она сразу так разнежится, становится такой прям вот сонной милахой и быстро засыпает. Вот, так что мешок, на мой взгляд, тоже классная штука. Вот, по крайней мере, если, допустим, у вас не жарко, естественно, дома, а вот если у вас прохладно, вот, то это хорошая штука. Потому что когда было именно прям вот жара и лето, мы укладывали ее чисто даже в какой-то момент в памперсе. Вот было настолько жарко, вот, и включали как раз вентилятор. А сейчас уже, когда прохладно, спальный мешок, вот, имейте в виду. Ну и достаточно очевидная, наверное, покупка, которая, на мой взгляд, должна быть у каждой, это, естественно, коляска, но, на мой взгляд, ну, как бы здесь, вот, допустим, в Аргентине очень часто покупают коляски, которые являются прогулочными, но при этом как бы могут трансформироваться немножко вот как бы в люлю, да, с вот этой ровной поверхностью. На мой взгляд, все-таки это не совсем, наверное, то, да, все-таки там не такая идеально ровная поверхность, как в люле, поэтому я бы советовала все-таки брать коляску с люлей плюс
Вот мы сейчас еще до сих пор пользуемся этой вот конструкцией с люлей, и ты вообще как бы не переживаешь как-то за ребенка, он спокойно лежит в этой люле, спит, в общем, очень комфортно, на мой взгляд, малышки. Вообще не пожалели о том, что купили именно 3 в одном, и что она у нас именно спит больше в люле, а не да, вот в этой конструкции прогулочной, потому что здесь как-то, да, все-таки ограничено пространство, она не может, как бы, да, и никуда деться, и плюс у нее физиологичное положение, она лежит ровненько, и сейчас мы еще как раз ее укладываем частенько уже на живот, да, она тоже так едет, смотрит по сторонам, в общем, очень прикольно получается. Вот, на мой взгляд, все-таки 3 в одном того стоит. Мне лично так и спокойнее, и удобнее оказалось. Из каких-то именно косметических средств нам больше всего за все это время пригодилось и зашло это крем от La Roche-Posay. Вот этот вот, потому что у нас оказался атопический дерматит, это эмолент, вот, поэтому он нам как бы нужен. Мы как раз все вот эти вот моменты, когда у нас краснеет кожа и сохнет, я стараюсь смазать. Плюс нам еще врач выписал дополнительный крем как раз, и как бы, да, в комбо с этим кремом у нас все как раз идеально работает и проходит. В общем, как-то так. И на втором месте у нас идет судокрем. Если вдруг у вас там как-то покраснела попа под подгузником, вот, то судокрем справляется тоже моментально. То есть, допустим, вы его нанесли, спустя несколько часов все, уже кожа в порядке. Вот, если вы заметили вдруг какое-то покраснение у малыша, вот тоже могу советовать вот как-то так. Еще одна вещь, тоже, наверное, из таких необходимых, без которых я, наверное, не могу представить, как бы мы, в принципе, существовали, это, естественно, приставная кроватка. Мне кажется, что приставная кроватка в первые вообще 3 месяца жизни это 100% вообще прекрасная штука, потому что тебе необходимо очень часто кормить ребенка, и чтобы это все происходило как бы, да, ночью быстро, чтобы ты мог еще потом быстро тоже отключиться и уснуть, чтобы как-то тоже не переживать, как там, да, твой малыш, чтобы можно было, да, как-то быстро посмотреть, проверить, вот, и, в общем, когда это именно приставная кроватка, естественно, это удобнее. У нас приставная кроватка большая, то есть она у нас идет надолго. Я знаю, что есть такие маленькие кроватки, в любом случае это удобно, что она находится рядышком, что если бы, допустим, я представила, что мне необходимо ночью каждый раз вставать и куда-то немножко отходить, чтобы ее отдельно куда-то класть, чтобы ее отдельно брать и кормить. В общем, это бы занимало гораздо больше времени. Естественно, еще пока бы я поднималась, я бы тоже уже просыпалась. В общем, это, мне кажется, просто какое-то мучение. Вот поэтому приставная кроватка, на мой взгляд, тоже в первые 3 месяца это ну, как бы даже и на потом. У вас это идет на более длительную перспективу. То есть вообще, в принципе, приставная кроватка, мне кажется, наверное, даже в первый год жизни, вот это очень удобно. Может быть, потом где-то с 6 месяцев можно как-то ее отодвигать, вот, в принципе, ну, в общем, не знаю. Вот. Короче говоря, в первое время это 100% вообще идеально, на мой взгляд. Ну и в плане пеленок я бы сказала, что самое оптимальное это, наверное, штуки 4. 4 лучше, наверное, все-таки ну, из того материала, который вам нравится. Вот у меня это муслин. Вот, на мой взгляд, тоже как идеально получилось. Комбо, ни капли не жалею, что как бы купила такое количество штук, потому что у нас они и как-то, да, и в коляске там лежит какая-то, да, из пеленок. Одной мы как раз вытираемся после купания. Муслиновые пеленки очень быстро сохнут, поэтому получилось прям вот тоже в плане пеленок очень удобно. Вот, на мой взгляд, тоже очень нужная вещь. Так, меня тут чуть-чуть прервали. Мой сладкий птенчик прервал, да? Прервал запись. Утипу-типу. Да, скажи. Всем привет. Всем привет. Да? Приветики. Приветики, да? Скажи, я сладкий малыш. Сладкий малыш. Да? Еще одна из самых полезных покупок была видеоняня. Мы ее прикрепили вот так вот на мобиль, и она как раз снимает прям ровненько малыша, который лежит в кроватке. Конечно, немножко неудобно в плане крепления, потому что ее нужно ставить, вот у нее такая подставка, нужно ставить на что-то. Вот мы сделали такую как бы конструкцию самодельную со скотчем, вот, но в целом как бы в принципе нормально. Вот главный результат позволяет как раз следить за малышом, пока малышка спит в кроватке, да, ты находишься в другой комнате, смотришь там, допустим, сериал. Вот очень удобно, потому что ну, как бы все время на глазах. В общем, есть возможность не волноваться, пользоваться этим агрегатом, и это сильно облегчает как раз жизнь, чтобы по сотни раз не ходить как раз в другую комнату,
не смотреть, как там ее сон, проснулся она или нет. Ну, как бы, либо, допустим, видя то, что она начинает возиться, как-то елозить, можно прийти заранее и постараться ее усыпить, продлить ей как бы сон. Так, в общем, пользуемся. Советую видеоняню, если у вас несколько комнат, вот это очень удобно. Ну что, я надеюсь, что я вспомнила все, что прям вот было прям вот таким топом, что у нас использовалось на ура. Если вдруг что-то забуду, потом обязательно тоже запишу отдельное, может быть, видео. Ну, а так вот прям вот, наверное, какие-то самые-самые вещи все-таки я здесь перечислила. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Пишите, что больше всего пригодилось вам, что было самым нужным у вас. Была рада быть вместе с вами. Всем пока-пока!